Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я взяла кусок от старых джинсов. У него длина 41 сантиметр, а ширина где-то 21 сантиметр. И вот примерно посередине я рисую прямую линию, от которой я потом буду отталкиваться в своей работе. И сверху этой прямой линии рисую, ну, как бы травку. Ну, такие вот травинки, или это листочки такие длинные. Что-то такое растительное, что я буду вышивать. Вышивать я буду вот такими вот ленточками атласными. Поэтому я взяла вот челнок свой и ослабляю винтик, который регулирует натяжение нижней нити, чтобы потом у меня влезли эти ленточки. И ленточку эту беру, в иголку с толстым ушком вставляю, а потом иголку эту вот в это отверстие продеваю, чтобы мне эту ленточку сюда засунуть. И как обычно, вот мы делаем нитку обычную на машинке, точно так же можно на машинке намотать. Мне неудобно, я одной рукой планшет держу, а другой помогаю наматывать. А когда две руки свободны, гораздо удобнее это и лучше получается. После того, как намотали, вставляем ее аккуратненько. Она вот плоская, поэтому она хорошо пойдет. Ну, по крайней мере, я на это очень рассчитываю. Дальше совершенно как обычно вставляем челнок, нижнюю нитку, в моем случае атласную ленточку, подтягиваем наверх и шьем. Единственное, что шьем мы по изнанке, по моему рисунку я буду шить. И начинаю я шить ниже моей линии, которую я нарисовала. Вот прям ниже. И все завороты я прям не обрезая, не обрывая ничего. Ниже этой линии все время прохожусь. И не каждую я, потому что я буду использовать 3 цвета, и я поэтому не каждую травинку этим цветом, а вот где-то я мимо прохожу каких-то травинок, а какие-то вот именно этим цветом делаю. Закончила и вытаскиваю челнок. Как удачно получилось, у меня практически как раз закончилась ленточка, а было 2 метра я покупала. А я вам не показала, что получилось пока что. Вот, смотрите, с лицевой стороны какая красота получается. Теперь что мне нужно сделать? Вот эти кончики вот этих ленточек я опять вдеваю в иголку. И внутрь туда наизнанку продергиваю. Вот, а там я могу также завязать узелок, как мы обычно завязываем. Вот наша ниточка, вот она. Также я завязываю узелок и обрезаю его. Получается красота. Чтобы у нас эта ленточка не распушилась, можно заплавить немножечко. То же самое делаю с этой стороной ленточки. Вообще получается такая красота. А при этом ленты эти стоят, ну, 3 копейки ведро, как говорится. Ну, 3 рубля метр. Ну, вот я сейчас потратила на вот это вот 2 метра 6 рублей. Ну, а красота же. Все, беру следующую ленточку. Точно так же наматываю. Она немножечко другого оттенка, зеленого. Сейчас не видно, но потом будет видно. И точно так же все делаю. Я потом покажу, когда все сделаю. И добавляю еще один цвет совершенно точно так же. Вот такая получилась красотища. А дальше я вдела нитку, не нитку, а ленточку, завязала узелочек, немножечко прижгла его зажигалкой, чтобы не распутывался он. И буду делать цветочки.
Я не очень-то прям мастер Ли в вышивании лентами. Вот так вот делаю лепесток. И вот сюда вот, даже поближе, вот сюда, вот так вот. До конца не затягиваю, оставляю такой вот маленький завиточек. Тут у меня узелок, поэтому я стараюсь его не задевать. Вот сзади как выглядит. И опять такой же лепесточек. Немножко натягиваю ленточку и в середину ленточки втыкаю иголку и затягиваю не до конца. И так следующие все лепесточки. В принципе, быстро и достаточно просто. Точно так же делаю следующие цветочки. Разных цветов я собираюсь сделать. Можно, конечно, и без цветочков обойтись. Уже и с травкой красиво выглядит. Но хочется еще цветочков. Здесь я ленточку обрезаю и прижигаю ее. И пока она вот расплавленная, прижимаю, и она тут прям закрепляется сама, прилипает. Вот дальше беру другого цвета, следующего, например, вот розовую, сиреневую, желтую, может быть, а может и не буду желтую. Короче, вышиваю таким образом цветочки. Когда я наделала достаточно больших цветочков, я решила сделать еще маленькие. Я отрезаю ленточки вот размером где-то 4-5 сантиметров. Тоже опаливаю краешки, чтобы они не растрепывались. И вот так вот нанизываю на иголочку. Я уже, в принципе, показывала, как я в Crazy Quilt иногда делаю точно так же. Я там еще с бисеринкой все это дело закрепляю. А здесь я без бисера решила сделать. Вот точно так же, опять же, обжигаю, нанизываю на иголочку, продеваю все это дело, всю эту историю вниз и закрепляю следующим стежком. Можно сразу сзади узелочек делать, можно не делать сзади узелочек, а переходить к следующему цветочку. Это уже как вы решите. Решила голубой вот сделать. Маленький цветочек, большие есть у меня, а маленьких нет. Короче, я продолжаю так делать теперь уже вот такие вот малюсенькие цветочки. Мне показалось, что они будут хорошо смотреться. Вот такое получилось красивое у меня. И теперь я беру, у меня отпоротый карман от джинсов, и я его вот так вот пришью. Но пришью так, чтобы это был карман. То есть я пришью только вот по этим сторонам. А карман оставлю. Чуть-чуть я размахнулась, у меня прям впритык проглядывает. Но ничего. Шью. Кармашек пришила. И я прям в восторге, девчонки. Мне прям очень нравится то, что получилось. Может быть, вы в комментариях напишите, что еще на этой заготовке вы бы сделали. Конечно, тут можно еще и ниточками вышить. Но мне кажется, и так прям круто. Здесь кармашек. Можете написать, что бы вы сделали из этой заготовки. А я в ближайшем будущем покажу, что из нее сделаю я. А представьте такую вышивку на куртке джинсовой или на сарафане джинсовом. Короче, если вам нравится все, так же, как и мне, ставьте лайк, не забывайте писать комментарии. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны на мой канал. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.